Шампунь – один из самых популярных товаров в мире, ведь уход за волосами важен для каждого человека. Шампуню Европа и весь остальной мир обязаны Индии, в которой с древних времен в качестве шампуней использовались различные травы и их экстракты. И слово «шампунь» является англоязычным заимствованием из хинди с далекого 1762 года, от слова «чампа» – название цветка, произрастающего в Индии, из которого делали масло для втирания в кожу головы. Отсюда и произошло английское слово «шампу», что в переводе значит «массировать». Начало истории шампуня положил Кейси Херберт из Англии. Его шампунь был сухим порошком, смесь пудры из мыла и травы. Назывался этот порошок шампу. О самом Кейси Херберте известно мало, однако Херберт не был богатым человеком, и ему в голову не пришло запатентовать свое изобретение. Он продавал шампунь собственного изготовления прямо на улице недалеко от своего дома. И надо сказать, торговля его шла успешно, но для настоящего успеха не хватило масштабности. Сама идея Кейси оказалась заразительной, а рецептура шампуня несложной. И вскоре в лондонских цирюльнях и в косметических отделах аптек стали продавать такие же пакетики с сухим порошком для мытья головы. В Германии шампунь доработал аптекарь из Берлина Ханс Шварцкопф. Однажды одна из покупательниц рассказала ему об удивительном средстве в аптеках, которое она купила в Англии для мытья волос. К этому времени Ханс Шварцкопф уже почти 5 лет был хозяином аптечного магазина. И в своей аптеке Ханс по обыкновению того времени в придачу к основному бизнесу открыл парфюмерный отдел. По образованию Шварцкопф был химиком, и опыт работы с косметикой помог ему достаточно легко сотворить свой первый шампунь-порошок, который можно было предлагать покупателям. Только Шварцкопф не был так прост, чтобы продавать порошок в безымянных упаковках, и оказался хитрее англичанина. И создал из своей фамилии бренд Шварцкопф, название которое, кстати, переводится как «черная голова», и придумал аналогичный логотип. Теперь это был марочный продукт, который Ханс запатентовал в 1903 году. Ханс Шварцкопф стал хозяином настоящей косметической империи, а всемирно известный логотип «Черный профиль» впервые появился в 1905 году. Рецепт шампуня постоянно менялся и дорабатывался. В него добавлялись цветы и травы. Тогда было 8 основных разновидностей шампуня. Волосы после их использования становились душистыми и имели здоровый вид. История жидкого шампуня началась в 1927 году. Его изобрел сын Ханса Шварцкопфа, когда отца уже не было в живых. И под новым руководством компании была разработана жидкая консистенция шампуня. Ведь у порошка, несмотря на все его достоинства, были и серьезные недостатки. Бумажные пакетики с шампунем промокали, да и к тому же порошковая пыль иногда вызывала аллергическую реакцию. Жидкий шампунь пенился лучше, уровень очищения волос от загрязнений стал выше. И дозировать жидкий шампунь стало проще, а значит, он стал более экономичным. В 1933 году компания Schwarzkopf опять совершила косметическую революцию. В тот год ею был выпущен шампунь On Alkali, ставший первым бесщелочным шампунем и прообразом всех современных шампуней. С тех пор прошло много лет, и современный человек не представляет себе принятие душа или ванны без шампуня. Но все же полезно иногда вспомнить любопытную историю его создания. Средство, без которого мы сейчас не мыслим своей жизни. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!